Всем привет! Сегодня наш ролик познакомит вас с Мерт Рамазан Демиром. Хотя почему познакомит? Я думаю, вряд ли сейчас найдется кто-нибудь из любителей турецких сериалов, который не слышал или более того не видел игру этого харизматичного молодого человека. Но давайте честно, скажите, ведь до выхода Зимородка наверняка вы не обращали внимания на этого актера, а некоторые даже его не знали. Думаю, это так. Итак, Мерт Рамазан Демир. Кто он, откуда появился, чем живет и чем дышит. Именно об этом в сегодняшнем нашем выпуске. Не переключайтесь. После оглушительного успеха сериала «Зимородок» интересоваться тем, кто такой этот загадочный Мерт Рамазан Демир, который сыграл главную роль в проекте, стал каждый второй. И да, актеру действительно есть чем гордиться, ведь он родился в глухой деревне и в очень бедной семье. А тот успех, которым он добился, исключительно его заслуга. Кроме того, над мальчиком часто издевались из-за его густых бровей. А вы знали это? Я вот реально не знал, так что о карьере модели или актера он никогда и не мечтал и даже не думал об этом. Кстати, у моего дедушки были шикарные брови, и он обалденно играл на баяне. Но актером так и не стал. Но, как видите, Мерту удалось утереть всем нос. Всем, кто сомневался в нем и думал, что он недостоин большего. А сейчас давайте узнаем о Мерте как можно больше. 28 января 1998 года в Стамбуле родился Мерт Рамазан Демир, которому суждено было стать звездой турецкого кино. Вырос он в поселке Шелев в большой семье, где оказался младшим среди 5 сыновей. И хотя материально семейству подчас приходилось трудно, братья не унывали, живя дружно и весело. Мать Мерта занималась воспитанием детей и домашним хозяйством, а отец – торговлей и ремеслом. До окончания школы Демир прожил в родном селе, увлекаясь футболом и баскетболом. А еще парень хорошо учился, не доставляя родителям поводов для беспокойства. В 17 лет он впервые задумался о том, чтобы стать актером. Это произошло благодаря пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет», которую Мерт читал одновременно, пытаясь применить на себя образ главного героя. Образование юноша получал в Dialog Lecture Communications, а также в актерской студии Мишель Денер. Мерт не доставлял своей семье хлопот, он отлично учился, помогал по дому и не влипал в какие-то сомнительные истории. В подростковом возрасте парень грезил карьерой профессионального спортсмена, баскетболиста или футболиста. Однако увлечение спортом сменилось заинтересованностью в актерском мастерстве. Так что Мерт Рамазан Демир зарегистрировался в кастинговом агентстве Semi Bekmez. Кстати, в интервью парень не раз вспоминал, как решил пойти именно в эту профессию. Мерт признавался, что не помнил свое первое прослушивание в деталях, однако актер может сказать с уверенностью, он безумно волновался. Причем так происходило почти каждый раз, и даже сейчас парню не легче, хотя он очень узнаваемая персона. В то время его поддерживал его менеджер Тюмай Озокур. Кстати, интересно смотреть на Мерта на экране. Кто-нибудь вообще думает, что он волнуется, когда играет? Или нет? Как вы считаете? Итак, экранная биография Мерта началась со съемок в сериале «Великолепный век», но его персонаж из числа янычар оказался незначительным и славу начинающему актеру не принес. В следующих проектах «Госпожа Фазилет и ее дочери» и «Учитель» Рамазан Демир продолжил набираться опытом. Конечно же, нужно подчеркнуть, что настоящую популярность и приглашение в новые проекты, причем на главные роли, Мерту Рамазану принесла роль Атеша из сериала «Учитель», в котором он снялся вместе с Афрой Саранчогlu. В интервью актер много раз говорил о персонаже, благодаря которому он получил золотой билет в светлое будущее кинозвезды. Мерт как-то сказал в интервью, что Атеш – знакомый всем персонаж, которого трудно понять. У него есть свои табу и страхи. Он подавляет их вспыльчивостью и агрессией. Откровенно говоря, это близко и ко мне, и молодежи. Что же касается наших отличий, я не такой фаталист, как он. А далее известность Мерта умножилась благодаря мелодраме «Обнаженная», где ему наконец доверили центральную роль. Премьера сериала о девушке, зарабатывающей экскортом и мечтающей начать новую жизнь, состоялась в 2020 году, а Рамазан Демир сыграл там парня по имени Джем. Еще одним заметным проектом фильмографии турка оказался криминальный триллер «Время умирать», где главными героями стали друзья, отправившиеся на уикенд в молодежный туристический лагерь. Смерть одного из приятелей превращает приятный выходной в трагедию, и оставшиеся в живых молодые люди начинают расследование загадочного происшествия. Спустя год на экраны вышел сериал «Неопознанный забытый объект», где талант актера начал раскрываться в полной мере. В романтической драме, не имеющей никакого отношения к похождениям пришельцев, Мерт сыграл сироту-мотогонщика, влюбленного в начинающую певицу из семьи бизнесменов. Главная героиня фильма, молодая девушка Денис,
которая с ранних лет начала увлекаться музыкой. Сейчас она мечтает стать по-настоящему популярной певицей. В один из обычных дней девушка сталкивается с Эссе, которого, кстати, играет Мерт. Он дерзкий мотогонщик из самой обычной семьи. Между ними вспыхивает страсть, но родители обоих сторон против таких отношений. Пара не намерена сдаваться, так что теперь всерьез думает о том, как начать самостоятельную жизнь без поддержки со стороны родни. Однако по-настоящему знаменитым Рамазан Демир стал после выхода многосерийного сериала «Зимородок», где предстал в образе Ферита Кархана, легкомысленного сына богатых родителей, чью беззаботную жизнь омрачает лишь диабет, которым он страдает с детства. Его жизнь, состоящая из бесконечных вечеринок и новых подружек, меняется после появления умницы и красавицы Сейран, на которой его решает женить дед, недовольный ветреным и безрассудным поведением внука. И если поначалу приехавшая в Стамбул девушка целиком сосредоточена на учебе, а парень старается увильнуть от семейного давления, то постепенно их отношения перетекают в романтическое русло, подкрепляясь неожиданным поворотом сюжета и нешуточной актерской такой, знаете, химией. В перерыве между съемками в «Зимородке» Мерт Рамазан успел засветиться еще и в сериале от Netflix «Шахмаран». Это мистический проект, основанный на турецкой легенде о женщине, которая могла принимать облик змеи. Она помогала смертным находить решение сложных проблем и лечила их от любых болезней. Но один из тех, кому она помогла, оказался неблагодарным и просто обманул ее. Так что ситуация обернулась трагедией. Конечно, смотря на красивого и довольно харизматичного актера, невольно задаешься вопросом о его личной жизни. Однако Мерту ничем похвастаться на любовном фронте, в отличие, так сказать, от его коллег на актерском поприще. Во-первых, даже если у него есть романы, он старается их не афишировать. Из-за этого многие придумывали слухи о его отношениях с актрисами, которые становились его партнершами по съемочной площадке. Например, в 2022 году вышла статья в журнале Vogue, в котором Мерт Рамазан Демир признался, что не верит в любовь, хотя и готов проводить с кем-то время, чтобы узнать человека лучше. Также у актера был неудачный опыт с сайтом знакомств, поэтому он считает, что общение вживую ничего не заменит. Хотя Мерту неоднократно приписывали романы с коллегами по съемкам с Серой Арытюрк и Афрой Сарычоглу, сам он не спешил расставлять точки над «и» в личной жизни. Более того, в интервью изданию Vogue актер признавался, что не верит в любовь и предпочитает просто проводить время с людьми и узнавать их, не разбрасываясь громкими словами. Однако в июне 2023 года в сети оказались снимки папарацци, заставших Мерта и Афру на совместном отдыхе в романтической обстановке. Поклонники наконец-то обрадовались, что роман актеров перекочевал с экрана в реальность. А вот в киносреде их отношения не сразу обрели признание, в силу того, что на момент съемок в «Зимородке» Афра встречалась с коллегой Мерта. Правда, уже в декабре Сарычоглу официально заявила о разрыве с ним и стала свободна. Новостями и свежими фото Демир делился в Инстаграме. Соцсеть запрещена в РФ, и она принадлежит корпорации Мета, которая признана в РФ экстремистской. Свободное время он проводит в общении с друзьями и за просмотром фильмов, а также в спортзале, где он занимается боксом, плаванием и настольным теннисом. А вас я попрошу оставить в комментарии ваши отзывы о «Зимородке» и вообще, что вы думаете об этом актере. Хорош он или плохой? Пишите все ваши мысли. Ну а сегодня все. Всем пока и до встречи.